Просили возвращения котов. Ну вот, вернулся к нам Макс, а Роса, это вторую кошечку так зовут, она спит. Если кто не знает, только присоединился. Роса и Макс — это котята, которых нашел мой муж на улице. Они были в коробке, их бросили. Сначала был план их спасти, потом куда-то отдать. Но я к ним привязалась, и мне кажется, мой муж тоже к ним привязался, хотя он еще периодически, точнее, говорит, что, наверное, нам надо их отдать. У нас есть взрослая кошка. Нет, она сейчас не здесь. Она их не сказать, что прям уже совсем приняла, но мне кажется, что уже, ой, все, он засыпает, что уже намного лучше она на них реагирует. Вторую кошечку, которая сейчас спит, ее зовут Роса, потому что у нее розовый нос, и я у Ульяшки своей писала, что она делает, типа розовый нос уснул, розовый нос пошла поела. По-испански Роса — это розовый, и вот так вот к ней прикрепилось это имя. Еще Роса по-испански — это роза. Роза, кстати, одна из любимых нот моих парфюмерий. Вот, друзья, все. Макси засыпает. Все, спи, мой хороший, спи, моя заюшка. Он, кстати, может прямо на руках уснуть, представляете, и спать. У меня не было никогда таких кошек. Моя Тиха, я очень ее люблю, но вот она у меня такая одиночка, независимая, ей не нравится сидеть на руках, она это делает зимой, да, вот сейчас тут холодно, когда в Испании, не сейчас, а зимой, она может прийти, чтобы погреться, посидеть на руках. Прям так расслабиться, уснуть, а вообще нет, она так не делает. И поэтому для меня такое удивление, что ты берешь кота на руки, начинаешь его гладить, и он прям засыпает и лежит. И ему, очевидно, нравится. Это для меня просто какая-то фантастика. И я даже, может быть, сейчас получится его положить, и он не проснется. Максим, ну спи, моя хорошая зайка, спи, моя бусинка, спи, мой зайчик. Все. У меня, кстати, даже, знаете, что началось вот это вот какой-то бзик. Я никогда не понимала, почему люди так делают, почему они говорят на котов, на собачек, они говорят «мой сын», «моя дочь», «я мама» этого щенка. Никогда не понимала. А сейчас у меня все время подмывает сказать «мама с тобой, моя зайка, спи, моя сыночка». Все, котизм мозга начался. Я думаю, что потому что я их выкармливала. То есть и я вам сейчас тут прикреплю. Они такие были маленькие, бусинки, прям малышки. Было не больше 3 недель, когда мы их на улице подобрали. И я их выкармливала. Я там делала им специальный массаж, чтобы они сходили в туалет. Они не могли сами в туалет ходить еще. Я их усыпляла, потому что они кричали. С ними сидела. То есть я прям... Котомать какая-то. Звучит какое-то ругательство. Котомать твою. Сегодня я хочу вам рассказать про ароматы, которые такие яркие, сочные, во многом они фруктовые, но не сказать, чтобы они прям гурманские. И первый, с которого я начну, конечно же, это императрица Дольче Габбана. Сегодня ходила в этом аромате. У нас уже довольно-таки тепло. Еще не жара, такая невыносимая. В тень зайдешь вообще хорошо. На солнце, да, на солнце можно уже сжариться окончательно, но в тени еще нормально. И я сегодня была в этом аромате. И знаете, он на мне продержался. И я думала, что он в такую уже погоду начнет слетать просто мгновенно. Нет, держался. Фрукты очень свежие. Мне что мне нравится, этот аромат освежает, но тут не цитрусовый освежающий компонент, тут освежающие фрукты. Да, они немного сладковатые, но это, знаете, не липкое, это не что-то приторное, это именно такая вот свежесть и сладость фруктов. Мне очень нравится. Я как будто здесь чувствую и арбуз, и яблоко, и грушу, и, может быть, даже дыню.
И какой-то такой аспект, как будто бы это может быть что-то косметическое. Вот есть это в аромате, и мне это очень нравится. Для меня это всегда как аромат чистоты. Вы видите это? Вы видите вот это вот? Парфюмерный обзорщик мой. Ты моя бусинка, ты моя сладость. Никогда таких у меня не было кошек, котов. Никогда, честно. Все какие-то у меня были немножечко такие сами по себе. Ты, главное, не упади. Да? Ты же не упадешь? Ой, такой смешной. Так, следующий аромат. Давайте... Ну, тоже люкс. Давайте люкс. Я, кстати, сейчас провожу такой эксперимент. Я каждый день отмечаю, какой я использовала аромат люкс или нишу. Хочу посмотреть, что все-таки больше у меня в ходу. Так, второй аромат — это Mademoiselle Coco от Chanel. Обожаю эти такие взрывные цитрусы, пачули и цветы. Скорее всего, тут белые, я не помню. И фруктовые ноты. У меня версия Intense, тут фруктовые ноты. Я обожаю этот аромат. Он очень стойкий, он очень шлейфовый, он жизнерадостный. Луис от Синонима. Это кисленькая, но в то же время сладенькая, вот одновременно вишня. И кремовый аспект, он сливочный, немножечко. Здесь есть горчинки миндаля. Да, она присутствует, но вот эта вот сочность вишни на протяжении звучания всего аромата. Аромат яркий, аромат жизнерадостный, но в то же время он очень-очень такой какой-то плавный, женственный. И он мне тоже вот что-то напоминает такое косметическое. Нет, здесь нет какой-то там пудровости, чего-то такого, нет. Но к базе он как будто бы растворяется на коже, и он мог бы быть чем-то косметическим, может быть каким-то кремом для тела, освежающим, потому что вот эта вот кислинка ягоды тут остается. Tom Ford Black Orchid. Это туалетная вода 2023 года. Я в том году купила его летом. И может удивить, что это в летней подборке, но для меня этот аромат в ходу именно летом. Здесь шоколадный пломбир. Я не буду вам говорить пирамиду, да, я говорю вам то, что я чувствую, мои ассоциации. Это шоколадный пломбир и слива, кисленькая слива. И пачульки. Тут чувствуются пачули в базе, да, они есть. Аромат одновременно темный, да, потому что вот такая база у него пачули, шоколадные пачули. Но одновременно с этим он какой-то легкий, вот потому что здесь есть пломбир, и вот эта кислинка сливы, она сохраняется на протяжении звучания всего аромата. Я его могу носить летом, и может, потому что я его летом купила, у меня просто какой-то вот такое настроение с этим ароматом летнее. Но вот образ, да, скорее вот такой вот, как у меня сейчас. То есть это более такое сексуальное, это кокетство, это игривость, но с таким прям сексуальным подтекстом. Jeroboam Gozo – это аромат, который очень-очень разные в зависимости от погодных условий. Летом, вот когда уже так потеплело, когда у меня кожа разогрелась, в этом аромате появились оттенки шоколадных пачули. До этого я их не чувствовала. До этого для меня очень громко с самого начала звучали ананасы. Кто-то говорит тропические фрукты, но вот я чувствую именно ананас, причем из консервированной банки. Вот так вот он звучал на мне в холод. Потом там такая сливочность обволакивающая, а вот сейчас он открывается и к базе. Я слышу даже шоколадные оттенки пачули. Но это не сказать, что аромат про шоколад. Нет, ни в коем случае. Это вот появляются какие-то такие тона в аромате, которых не было. Он просто меня удивляет. Тут есть тубероза. Тут есть тубероза. Для меня это самое необычное, потому что мне кто-то писал, да, таких тубероз нет. Я такую туберозу не встречала. Я встречала какую-то жвачку, земляничную туберозу,
такую хищную, явно белоцветочную с каким-то индолом. Здесь просто, вот именно здесь фруктовая тубероза. Причем такие фрукты тут, да, кому-то кажутся тропические, мне ананас, какие-то вот те, которых я в других туберозах не встречала. Это самая необычная тубероза. Это очень-очень стойкий аромат. И вот сейчас он открывается еще интереснее, еще больше оттенков появляется. Вот что мне нравится именно сейчас в нем. Так, The Queen of Sheba от Tatar Collection. Я люблю носить этот аромат в жару. Ну, летом, да, вот когда тепло, когда у меня кожа разогревается, потому что в холод на мне очень громко звучит табачная нота. Мне кто-то писал, что они даже вообще не чувствуют тут табачные ноты, а я чувствую. Вот она на мне очень громко звучит. А сейчас, да, есть табачность, но это такая фруктовая, персиковая табачная нота, даже какая-то кальянная нота. Это османтус, опять же, да, османтус с оттенком персика. И, ну и персиковый джем. Вот так вот. Потому что в тепло открывается больше персиковость в этом аромате. А вот в холод прям табак звучит, прям очень так громко. Так, ой, у меня еще столько ароматов, но я постараюсь. Ксерджов Италика, 21 год, это версия 21 года. Я носила этот аромат, когда было прохладнее, но я смотрела отзыв, что он отлично открывается именно в жару. Тут такой, получается, коктейль со льдом, сливочный, с такими горькими миндальными оттенками, как будто с каким-то ликером, как будто с амаретто. И ваниль, конечно, тут сладкая база у аромата, но при этом есть вот это какое-то ощущение холодности, какого-то льда в аромате. Его время именно лето. Хотя я не знаю, да, я его носила и весной, когда было прохладно, меня все устраивало, мне все нравилось. Зимой, когда холодно, его носила, меня тоже все устраивало. Он очень красиво на ветру шлифил, очень красиво. Даже на моей холодной коже меня все устраивало. Но попробую сейчас в жару его носить. Так, Пеш Кардинал. Я просто влюбилась в этот аромат. Да, у него немного странноватое начало может показаться многим людям. Сразу предупреждаю, аромат не дешевый. Даже вот от Левант стоил не так дешево. И у меня уже практически половины нет. Могло бы не быть и больше. Я, честно, его как будто экономлю. Мне так кажется, наверное. Тут очень много фруктов. Тут есть кокос, тут есть, конечно, персик, тут есть черная смородина. И я, кстати, когда первый раз его потестила, очень ярко на старте я почувствовала черную смородину. Я прям удивилась. И многие пишут, что это как будто бы, и говорят эти отзывы, что как будто что-то синтетическое. Я не знаю, мне нет. Я вот прям правда чувствую очень громко черную смородину. И наоборот, я прям поразилась ее натуральности. Опять же, да, у кого какой опыт в жизни, так мы воспринимаем аромат. Батюшки. Ой, ты мне ногу, Бусик, отлежал. Все, ложись, моя сладкая бусинка, все, лежи. В общем, расскажу больше про его раскрытие. Аромат очень необычный. Вот этот старт яркий, кому-то синтетический, мне черно-смородиновый, но он очень яркий, опять же, да, вот он прям сбивает. Его надо поносить где-то через полчаса на холодной коже, вообще от особенностей кожи зависит, может и через час. Он начинает звучать очень мягко, такой персиковый, тубероза, тут такая сливочная тубероза. И мне к концу звучания он стал напоминать даже где-то
терракоту от Guerlain. Представляете, что вообще меня удивило. И терракота тоже уже, которая открылась, потому что у терракоты тоже такой старт не для всех. Вот именно когда она уже в раскрытии через час звучит, вот они стали мне чем-то пересекаться. Я удивилась. Я в терракоте чувствую жвачку, фруктовую жвачку в раскрытии. И тут тоже много-много фруктов, то есть аромат фруктовый и в то же время кремовый. Я прям вообще в восторге. Я в восторге. Я надеюсь, что когда-нибудь я куплю флакон. Да, я хочу. Тициана Теренси, Лео. И я по знаку зодиака Лев, и поэтому заказала этот аромат просто вслепую и не прогадала. Здесь много фруктов, и есть какое-то ощущение, что тут печенька. Я не помню пирамиду, честно вам скажу. Но есть какое-то ощущение, что тут есть что-то такое гурманское, но не на все 100%. Аромата надо немножечко, потому что он довольно-таки... Сейчас объясню. В нем есть мускус. Прям не 100% как кирки, но что-то такое намеками промелькивает. Поэтому его лучше так не обильно на себя наносить. И что меня удивило, когда я его вот нанесла только на запястье чуть-чуть, я его стала лучше ощущать на себе, чем когда я им, помню, полилась. Он забивает рецепторы, и перестаешь его вообще ощущать. Он стойкий, но не сказать, что он прям, да, вот очень шлейфовый. Нет, такой средний у него шлейф. И он вот на мне лучше открылся летом, вот сейчас, когда уже тепло. В холоде он как-то хуже на мне открывался. Вы видите это? Вы видите это? Ну как вот можно их не полюбить и вообще куда-то отдать? У меня, знаете, даже такая мотивация. Я вот смотрю на них, они мне как вот родные стали за это время. Я думаю, как вот я их отдам? Я же спать перестану. Я буду думать, а поели ли они? А вот где они сейчас там спят? А как к ним обращаются? А как там с ними? Да, ругают их. А что они там? Они же могут что-нибудь натворить, но они правда могут. И я к этому готова, я это понимаю. И все последствия осознаю. Я думаю, ну, разобьют и разобьют что-то. Ну, испортят и испортят. Ну, что поделаешь. А как вот люди отнесутся? Ну, не все же так готовы, да? Некоторые заводят животных, и меня это удивляет, но они оказываются не готовы к тому, что животное может и гадить не туда начать, да, и что-то испортить. И вообще надо изучать, почему они так делают, да. Ну, понятно, что котята могут просто нашкодить, но вот если кошки начинают гадить не туда часто, они либо показывают, да, какое-то свое отношение, какой-то у них стресс они переживают, либо они говорят, что у них плохо со здоровьем. Вот у меня так было со взрослой кошкой. Она стала по-маленькому ходить не туда. А это прям, для нее это вообще не свойственно. И оказалось, что у нее цистит. Вот. Поэтому, друзья, если кошки так себя ведут, для этого есть причина, да, но если они до этого были воспитаны, они ходили на свое место, и тут вдруг, значит, для этого причина есть какая-то, по-любому, не просто так, они как-то пытаются донести идею какую-то о своем самочувствии. Ой, все покосилось. Опять отступление, какая-то, как кашковед уже какой-то. Так, Гритти, Жаклин. Это лаванда, такая сухая лаванда, немножечко появляется в аромате чая. Тут есть чай мате, по-моему, если я не ошибаюсь. Такая горчинка появляется. Зеленые ноты, зеленые, и аромат очень густой. И, кстати, что-то есть вот такое же, назовем это кирки подобное, да, вот эта вот база, но не на 100%, что-то чуть-чуть, кто-то не чувствует, я ощущаю. И мне вот это нравится, такая пряная, терпкая база. Так, Туту Бланк, я его больше носила зимой, потому что у меня еще есть Туту, который в розовом флаконе в Отливанте есть. И вот тот, он более громкий, он более шлейфовый, он более стойкий. Этот очень похож, но потише. Это кисленькое. Ну, опять же, там много фруктов, но я чувствую такое кислое, зеленое яблоко.
И одновременно с этим пастилу яблочную. Она такая терпкая, кислая и в то же время сладкая. Вот. И аромат просто, он очень стойкий и шлейфовый. И последний, друзья, шантильи. Шантии. Я честно скажу, столько мне писали там люди, как это читается. По-испански это бы читалось вообще чантии. И кто-то говорит, что это кружево, и кто-то говорит, что это какой-то десерт сливочный. Я склоняюсь все-таки, что это десерт. Шантильи, вот еще была версия шантильи, это читается. Бренд вообще итальянский. Поэтому по-итальянски это читается чантии, насколько я понимаю. В общем, вы поняли, да, что это за аромат. Это фрукты. И когда только я его попробовала, он мне казался таким типа очень простым. Да, когда он стартует, ощущение, что это какой-то люксовый компотик. Но нет, тут есть опять же вот эта такая терпкая база. Аромат очень стойкий. Он не такой шлейфовый, как Туту или Туту Бланк. Он менее шлейфовый, но он такой жизнерадостный. Он вроде бы и простой, такой фруктовый, довольно абстрактный. Я не могу выделить какой-то фрукт, но они одновременно и кислый. То есть это может быть и какое-то кислое яблоко. Я помню, что тут есть клубника, но я не чувствую ее, да, вот прям как клубнику. Какая-то кисло-сладкая ягода, да. Клубника вполне может за нее сойти, но не прям, да, аромат клубники. Да, какая-то фруктово-ягодность, одновременно и кисленько, и сладенько, и немножечко есть такой молочности в аромате. Он очень приятный. Я думаю, это такой аромат, который можно использовать на каждый день, если вы любите такие ароматы. Никого не задушит, зависит от дозировки. Но и вот эта вот база в нем, она все-таки выдает нишу, да, не компотик, это совсем не компотик, хотя вот, да, можно сказать, что это компотик, но это мой любимый, обожаемый компотик. Вот, друзья, посмотрите, как парфюмерные обзоры влияют на психику котят. Если они у вас плохо спят, вот, понимаете, да, включайте мой обзор, и они тут же успокоятся, уснут. Вот трогаю его, он спит, прямо голова заваливается. Такая ты бусинка моя смешная. Ты смешная бусинка, да? Все, друзья, мы будем заканчивать этот обзор парфюмерный. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо, что заглянули на мой канал, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, не забудьте поставить палец вверх, если видео вам понравилось. Подписаться на канал, чтобы не потерять его в этой пучине YouTube, чтобы не утонул мой канал где-то, случайно не убежал от вас. Все, я вас всех целую, всех обнимаю. Желаю вам отличного настроения и вообще просто прекрасного лета. Все, друзья, всем пока-пока.